На самом деле Антонина, она моя старшая сестра, она старше меня на 3,5 года, и с самого детства она всегда была для меня примером, я всегда равнялась на нее и шла по ее стопам. Что касается ее выступлений по ММА, она выступала довольно активно в 2002, 2003, в 2005 годах и даже выиграла чемпионат мира по корейской версии ММА, кектуги в Южной Корее. Ну а что касается сейчас, то вполне возможно, что она также будет выступать по Mixed Martial Arts. Flawless victory. Сейчас в ММА столько хороших, разносторонних, высокотехничных бойцов, что мне даже не хочется кого-то одного выделять из бойцов. Но что касается лично мне, всегда нравились бойцы разносторонние, мне всегда нравились бои Хосе Альдо, Андерсона Сильва. ММА, он включает в себя столько множество разных техник, и бойцы, они всегда используют все различные техники, и каждый бой, он может в ММА быть настолько зрелищным и всегда принести грандиозное шоу. Johnny Cage, Kintaro, Kitano. Такового кумира у меня никогда не было, потому что мой тренер Павел Федотов, как меня, так и всех остальных своих учеников, он всегда учил открывать в нас самих самые свои лучшие качества. Но что касается один из моих любимых бойцов, это Бенни The Jet Urquidez. И несколько месяцев назад мы встретились с ним в Лос-Анджелесе, поговорили, и было очень интересно услышать его точку зрения, его отношения о тех боях, которые мы видели на кассетах еще в те времена. Friendship. Конечно, в первую очередь я представляю Кыргызстан, потому что Кыргызстан — это моя родина. Несколько лет я жила в России, я русская, я представляла и выиграла несколько чемпионатов мира за сборную России по тайскому боксу. Последние 8 лет я жила в Перу, в Латинской Америке. И когда живешь вдали от родины, ощущаешь намного ярче, когда встречаешь людей из бывшего Советского Союза. Они настолько близки по духу, по всему. И я очень хорошо прочувствовала, что все люди из бывшего Советского Союза, они все наши люди. Round 2. Первый бой против Аманды Нунис, он был достаточно близким, и однозначно могу сказать, она его выиграла не потому, что она была сильнее, а потому что я дала эту возможность победить. Если бы в первом раунде я не пропустила тейкдаун, то, возможно, исход боя результат был бы иным. Но, конечно, после боя я и мой тренер, мы сделали все необходимые выводы, провели и проводим работу, тренируемся достаточно в жестком режиме. И, конечно, следующий бой, реванш против нее, я сделаю все возможное и невозможное, чтобы выиграть этот бой и не оставить ей ни одного шанса. All too easy. Как с таковым железом я не работаю, единственное, когда тренировки проходят на природе и нету спарринг-партнера, мы можем работать с камнями мы делаем бой с тенью, либо больше камень ложим за голову и делаем вращение, но, конечно, основной упор в нашей работе и подготовке мы уделяем на работу со спарринг-партнером. Come here! Да, я, конечно, понимаю, что многие девушки в моей весовой категории, они гоняют по 10 килограммов, и чаще всего они крупнее меня. Я вес не гоняю, я уже в 135 фунтов, я уже вешу 61 килограмм. И по поводу Джоанны Еджейчик, мы уже встречались с ней 3 раза на разных чемпионатах мира по тайскому боксу, и у нас была наша эра по муай-тай, и, конечно, было бы хорошо, было бы неплохо открыть нашу эру по боям ММА. Но если такая возможность предоставится, это будет, скорее всего, не 115 фунтов весовая категория, а промежуточная между 115 и 135 фунтами. Wins. Я в боевых искусствах уже 24 года. За это время было множество боев, и, конечно, такое количество боев, оно помогает, то есть ты приобретаешь опыт, который помогает справляться с психологическим напряжением.
Непосредственно перед боем мы разбираем техническую сторону, тактическую сторону, слабые и сильные стороны соперника, и это переходит в такой более деловой настрой перед боем. А когда уже двери октагона закрываются, там уже нету никаких мыслей, кроме одной. Вот соперник, и ты должен его победить. Babality. Я начала заниматься боевыми единоборствами с 5 лет. Моя мама на 3-й дан черный пояс по тэквондо ИТФ, возглавляет Федерацию тайского бокса Кыргызстана, и, собственно, она и привела меня в секцию моего тренера Павла Федотова, у которого я занимаюсь с моей первой тренировки по сей день. Павел, он всегда был нацелен на ММА, и с каждого своего ученика он старался сделать такого универсального бойца. Помимо тренировок, где мы и боролись, и дрались, и в больших перчатках, и в маленьких перчатках, я участвовала во множествах соревнованиях по различным стилям. Я выступала и по тэквондо ИТФ, и по тэквондо ВТФ, и по проф-тэквондо, по карате, шатакан, сютарю, кёкусинкай, по боксу, по ушу санда, по кикбоксингу, по дзюдо. И, в принципе, это все в целом принесло свои результаты. И боевые искусства, они всегда мне нравились, и я с большим удовольствием продолжаю свой путь в боевых единоборствах. Но в свободное от тренировок время я участвую в соревнованиях по практической стрельбе из пистолета по версиям ИПСС, ИДПА, Триган. Люблю проводить время на природе, и в целом мы стараемся вести такой активный образ жизни. Активный образ жизни – это значит всегда интересный образ жизни. Fatality. Советская школа – это целая культура, это обобщенный опыт сотен тысяч тренеров, это нечто фундаментальное, которое зарекомендовало себя давным-давно. Конечно, все зависит от тренера, он может быть более академичным или более свободным в своем преподавании. Но что сказать, я являюсь одним из представителей советской школы единоборств. Superb. Для бойца всегда очень важно развитие, тем более для бойца ММА. Поэтому мы выбрали Латинскую Америку. В Перу я провела множество боев, дралась против бразильянок, мексиканок, колумбиек, аргентинок. Все бои выиграла. Перу – это огромная полоса 1000 километров нетронутых пляжей, горы, джунгли Амазонки, лодки, речные дельфины, пираньи. Мы очень много тренировались в джунглях, путешествовали, прошли всю реку Амазонку от ее истока до ее устья, где она впадает в Атлантический океан, и всегда было интересно. Основная идея профессионального спорта – это заработок денег. Но чтобы добраться до хороших гонораров, нужно провести около 20 лет в тяжелых тренировках. Допустим, в Таиланд приезжает много хороших ребят, много хороших спортсменов уровня мастера спорта, у которых за плечами уже лет 10 опыта тренировок, и они начинают выступать в профессиональных боях, где их заработок составляет около $100-200. Но они получают возможность драться часто, во-первых. Во-вторых, они приобретают опыт общения с такими же спортсменами, как они, из разных стран, ихними коллегами, и потихоньку они начинают выступать в различных, более раскрученных промоушенах, например, в Китае, в Сингапуре, в Бангкоке, в Малайзии, и гонорар там составляет около нескольких тысяч $1000. Но и чтобы добраться до хороших гонораров, это, конечно, нужно посвятить этому время. Melina Tunnel. Что я думаю о Кристин Сайборг и Ронди Роузи? Это хорошие бойцы, элитные девушки ММА, которые смогли построить свою спортивную карьеру и показать себя с самой лучшей стороны.
Я знаю Артема Левина давным-давно. Это замечательный боец с прекрасной разносторонней техникой. Мы вместе много выступали на различных чемпионатах мирах по тайскому боксу. И мое мнение, в том бою на Glory 27 он однозначно его выиграл. Хочу передать привет всем друзьям, дорогим болельщикам, которые поддерживают меня с моего тренировочного лагеря в Колорадо, в Денвере, где сейчас я нахожусь. И как раз некоторое время назад только закончилась моя тренировка. И уже отсюда мы будем вылетать, я и моя команда, в Лас-Вегас на UFC 213 8 июля.